Привет, меня зовут Дмитрий, вы на канале Light Painting Russia. И сегодня я загружу пленку в камеру Hasselblad, позитивный E6 процесс Rollei CR200. Для этого я открыл видео на YouTube и прямо сейчас при вас буду обучаться это делать правильно. Открываем пленку. 120-я пленка имеет раккорд, защитную черную бумагу на протяжении всей эмульсии. Так, что можно заряжать все на свету, в отличие от 220-й пленки, которая в 2 раза длиннее, но там защитная бумага расположена только в начале и в конце. Вот. Тут мы имеем надпись Unexposed, то есть еще не проэкспонированная. Открываем наше видео. Я тут уже перемотал и слушаем, что надо делать. Так, я думаю, мне надо отделить сначала задник вот, от камеры. Далее вытаскиваю кассету. Оп. Так, и смотрим, что надо делать. Вот эта заглушка, она у нас зажимает пленку. Раз, два, приседает. Так, соответственно, пленку мы отсюда вытаскиваем, точнее не пленка, а рулончик, и аккуратненько отклеиваем предохранительную часть. Мне сказали, что рулончики вот эти вот сменные, и мы их ставим на место, куда она будет наматываться. О, теперь накрутится. Так. Что у нас дальше? Мы разворачиваем как бы наизнанку на вот эту черную пластину. И вот этот фиксатор у нас пока открыт, который прижимает эмульсию. Так, секунду. Так. Разворачиваем наизнанку. Наверное, оторвать. У нас есть щелочка, в которую надо засунуть начало раккорда и чуть-чуть провернуть. Так. В другую сторону. Вот так вот, да. Так, дальше. Надо чуть-чуть накрутить рулончик до сопоставления вот этих вот стрелочек на пленке и красные на кассете. Так, ну это я уже понял. Давай. Так. Все, вот у нас поставление. Вот. Теперь мы делаем зажим. Точно. Надо здесь продеть нашу пленку. Так.
Это еще не пленка, это защитная часть. О, все. Теперь мы зажимаем ее, аккуратненько натягиваем чуть дальше, и можно уже вставлять в кассету. Опускаем зажим, он внутри отпустил пленку, у нас стоит шибер, защитная часть, вот, который не позволяет пленке засветиться, когда мы снимаем задник. Цепляем задник обратно. Так. Хоп. Вот. И здесь мы имеем у нас на счетчике пленки 0. Это необходимо перемотать до единички. Вот. Угу. Да, до единички. Перематываем. Все. У нас введен затвор уже в камере. Все операции необходимо делать с взведенным затвором. Все, уже сейчас можно снимать. Отлично. Ну что ж, я сейчас собираюсь и пойду рисовать свой первый эскиз. Я задумал медведя в сосновом бору, и дальше уже будет видно. В общем, я добрался до серебряного бора, в котором собираюсь сделать свой первый рисунок цветом на среднеформатную пленочную камеру Hasselblad 6х6. Все буду дублировать на зеркалку, у них выставлены одинаковые настройки, и в этой локации примерно там 2,5 на 2,5 метра я хочу нарисовать светового медведя. Мне необходимо взвести затвор, что я уже сделал, выдернуть шибер, это металлическая пластина, которая предохраняет пленку от засветки при смене кассеты. Вот. И после этого можно спускать затвор и, собственно, уже рисовать. И необходим вот такой вот тросик, для того, чтобы камера работала в режиме ручной выдержки. Ладно, пошел первый дубль. Сейчас буду рисовать на пленку и на цифровую зеркальную камеру одновременно. Сейчас спускаю затвор на Hasselblad, а потом на Canon. Расчеты показывают, что мне необходимо потратить примерно 40 или 50 секунд. Ну что ж, начнем. Есть. Что ж, первый дубль есть. Так, ну в общем, я сейчас буду делать второй дубль, спускать затворы, постараюсь одновременно и на пленочной камере, и на цифровой. Так, сейчас я буду делать третий дубль. И для этого необходимо взвести затвор и перемотать пленку. В камере это происходит так. Крутим вот эту вещь до упора, и у нас меняется цифра следующего кадра. Вот, все, затвор заведен, и осталось нажать до упора вот этот вот тросик. Вот, я взвел затвор, в маленьком окошке появился 4-й кадр, соответственно, я на сегодня закончил, поэтому ставлю шибер на место. Из 3 рисунков, которых я сделал, мне понравился 3-й. Надо понять, как правильно прорисовывать фон именно в таких вот местах. Вторая попытка нарисовать
контур. В этот раз я перебрался в Кузьминский парк и буду рисовать свою любимую лису в одну линию. В отличие от прошлого, использую микро 4/3 формат, достаточно маленькая камера, в режиме Lifetime. То есть я прямо на экранчике буду видеть, как экспонируется снимок в реальном времени. Каждые 4 секунды он будет обнуляться на экране. Предположительно, я потрачу на это секунд 40 и потом уже закрою затвор на пленочном фотоаппарате. Так, ну, в общем, это чертов день съемок. У меня в камере осталось 2 кадра, которые я собираюсь использовать здесь, в этой песочной локации нордического типа. Нарисую 2 верблюдов. Один здесь пожирает колючку, второй там тянется к ели. Потом останется только правильно вытащить пленку из кассеты и сдать проявку. Вот и все. Вот и все, дамы и господа, 4 дня съемок закончено. Я сделал все, что хотел. Это были контуры животных. Опыт достаточно интересный. Приходилось тратить порядка часа на то, чтобы сделать 3 дубля, выставить композицию, сфокусироваться, смотреть через призму, что достаточно необычно и очень даже интересно. Вот сейчас я буду извлекать пленку. Я уже посмотрел мануалы и знаю, как правильно это делается. Если камера не бракованная, то она, в принципе, уже находится в смотанном состоянии вот в этой части. Вот. Ну что ж, приступим. Потом я пойду ее сдавать в проявку по процессу E6, и можно уже будет наблюдать за слайдами. Вот так это делается. Ракорд черного цвета на протяжении всей пленки. Тут у нас написано, что она, соответственно, проэкспонирована. И необходимо теперь все это заклеить. Тут есть такая липкая часть где-то. Все это аккуратно заклеиваем и сдаем в проявку. Я уже почитал о том, что необходимо продублировать сжатие ракорда с помощью резинки, на всякий случай, мало ли. Вот. И через несколько часов, либо на следующий день, можно уже наслаждаться своими слайдами. Посмотрим, что получилось. Заветный момент, дамы и господа. Я получил проявленную пленку, и сейчас при вас буду рассматривать, что же у меня получилось. Так, достаем из пакета наши слайды. Та-дам! И вот они. Сейчас я положу их на специально приготовленный экран, и можно будет наблюдать. Вот. Начнем, пожалуй, сначала. Первым моим опытом был, собственно говоря, медведь. Я специально сделал 3 дубля для того, чтобы, подстраховаться. Как видите, получилось очень даже хорошо. Дальше у нас было 3 лисы, и поскольку я лису уже рисовал, скорее всего, оставлю вот этот, а эти 2 у меня будет на хранение. Дальше у меня будет сова, классный олень, и последним 2 кадрами у меня были вот эти вот верблюда. Первый с колючкой, второй тянется к елке. Елку, кстати, не видно. Да. Вот.
Как можно заметить, слайд располагает рисунки вертикально. Вот так вот. Их можно нарезать по 3 штучки, специальный альбом для того, чтобы собирать. И так они хранятся более надежно и долговременно. Кстати, если они будут содержаться в рулончике, то, соответственно, они будут все время скручиваться. Поэтому лучше держать их в специальном альбоме. Вот. Ну что ж, я доволен. Посмотрим, что получится дальше. Я уже зарядил вторую пленку и сделал несколько рисунков. Это был классный опыт. Здорово. По-хорошему с них можно еще печатать, но мне это вряд ли понадобится, потому что я специально брал камеру для того, чтобы делать такие вещи. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пока!